Утром 6 февраля на канале Аноми был запущен стрим. Для американцев в тот момент уже наступала ночь. Цель стрима была протестить новый VR-шлем Аноми. Все шло спокойно, пока у Аноми не появились проблемы личного характера. Он попрощался со зрителями и забыл выключить стрим. Всех приветствую, господа и дамы. Сегодня мы разберем последствия стрима Аноми во вторник. В то утро я со своими друзьями наблюдал за стримом. Я сразу же догадался, что стрим обещает быть необычным. После того, как Аноми забыл выключить стрим, он ушел на работу. На протяжении около 30 минут мы смотрели на статичную анимацию, пока не произошел запуск. Дело в том, что после того, как граффити пропало, Аноми каждый день в 12 ночи фиксировал эту стенку. В тот момент наступило ровно 12 ночи, и в очередной раз произошел запуск программы, которая проверяла наличие граффити в ту ночь. Она его и обнаружила. Это означало возвращение интерлупера. В программе изначально было приказано, если вдруг граффити появится, она должна была начать создание генерирования демок, что собственно и произошло на стриме. Зрители наблюдали за обычной генерацией демок, ничего интересного не происходило, все ждали лишь одного, это 5-го типа демок. Что же это было? Если честно, я сам пока не понимаю, но сейчас не об этом. Вы все сами видели. На канале Ейда Машинима опубликовывается ролик, где был обнаружен призрак. Вот это да, реально призрак. В видеоролике он начинает с ним общение. Подобное у нас уже было. Как выходит, призрака зовут Мона. Теперь вспомним манекен, который также звали Мона, персонажа, и это же имя в названии канала. Возможно, это все взаимосвязано. Далее Эйда решил заманить его в ловушку, затащив его в рэгдолла. Но спустя время призрак сбегает. Что за призрак, вообще непонятно. Пока что ответов на наши вопросы мы не получили. Через несколько часов уже на канале Аноми выходит 8-я часть интерлупера, где он объясняет, что вообще произошло ночью вторника. Как я и сказал выше, Аноми ушел по делам, оставив стрим. А в тот момент программа для проверки граффити начала свою работу. Оно заметило, что граффити вернулось и начало генерацию демок. Особо ничего интересного не увидели, кроме 5-го типа перед концом стрима. Давайте-ка немного разберемся, что произошло. Некий Блэк мужчина, а точнее Хаймен, подходит к морю, замечая вдалеке темный силуэт. Кто это такой, интересно? Он начинает махать ему рукой, по КД говоря «Хай». Из-за этого сообщество и дало ему такое имя. Из ниоткуда появляется радио, и наш Хаймен начинает так неплохо дэнсить. Флэг. Оу, да! Let's go! Пати прекращает тот самый темный силуэт, который оказывается интерлупером. На этом стриму конец. Но после прерывания стрима генерация демок продолжилась. Перед концом видеоролика Аноми решил нам продемонстрировать одну из нескольких демок. Play demo data 86. Huh? Ебать, я нахуй чуть стол не обронил! What? Take that! Аноми по итогу архивировал все файлы и отдал их нам на изучение, сам не зная, что в них. Тут-то и начинается самый пиздец. Честно говоря, запутаться стало слишком легко, поэтому пока что расскажу, что мы нашли. Начнем с Team Fortress 2.
Около больше половины демок ничего особенного в себе не несут. Давайте же взглянем на самые интересные. Сразу же скажу, 86-я демка та самая демка с искаженным хэвиком. Дата 7. Что-то новенькое мы можем заметить, как игрок удаляет игроков вместе с пропами. Такое уже не первый раз появится в файлах с демками Team Fortress 2, поэтому скипаем. Дата 17. Непонятная карта с эмо-текстурами и геометрией гор, по которым прыгает хэвик. Дата 23. Маленькая карта с текстом Yellow X. Что обозначает Yellow X, пока что неизвестно. Это пока что прошло, и выяснили, что Yellow X это формат файла. Дата 52 является еще одной версией демки, где синий скаут улетает в определенное направление. Почему я сказал еще одной версии? У нас есть 3 версии этой демки. Первая, скаут просто улетает. Вторая, скаут jumpscare. Третья уже дата 52, где мы видим от лица скаута, как он улетает в то самое священное направление. И вот, кстати, список всех карт, которые были найдены в архиве. Магия фотошопа. В случае с CSGO тут всего лишь одна интересная демка с 5-м типом. Игрок подходит к лифту и проваливается вниз, попадая в темную версию офиса. Бродя по офису, можно услышать вдалеке звуки интерлупера. Подойдя ближе, огромная голова начинает преследование нашего оппонента. Кто пошутит про скибиди туалетов, тот получит по пизде ладошку. И голова добивает игрока. Сообщество уже нашла модельку этой головы. Это обычный террорист из Counter-Strike Source. Что это вообще такое? Возможно, это еще одна сущность, подобная интерлуперу. В демках SFM своя уже тема. Они отличаются своим поведением, потому что SFM это не игра, а программа. Смотря на них, их движение мне напоминает дерганье призрака внутри рэгдолла. Но есть кое-что интересное. В следующей демке мы можем встретить данное сооружение. Если вы не понимаете, что это, отправляемся в 7-ю часть интерлупера. Когда это сооружение мы отправили в пустоту. Вот так встреча. В архив Аноми не только положил записи демок, но и карты, БСПшники, которые тоже были сгенерированы. Среди них есть карта острова с Хайменом, офис, Yellow X и карта на прохождение. Особого интересного тут ничего не нашли, кроме конечной комнаты, которая до боли напоминает тему с интерлупером. Текстура пола, как в Редруме, моделька женщины, как у Моны, так она еще и в клетке. Не забываем то, что в Моне находится призрак, и скорее всего призрака поймали. В общем, опять же, непонятно для чего карта создана. На остальных картах в скайбоксе можно найти данные надписи. FSky это хост серверов, где и были захощены демки. Также есть еще до более интересные карты, на которых содержатся текста. Это все, что было найдено в архиве из интересного вторничного инцидента. Если же вы хотите увидеть все файлы манифеста, пишите в ютубе Interlooper 8 Tuesday Manifest. Interlooper вернулся спустя несколько месяцев. Аномис задается вопросом, почему именно сейчас. Ведь по расчетам из предыдущих эпизодов он должен был появиться в ноябре. В общем, пока что опять непонятно. У нас стали появляться новые активности на демках. И теперь вместе с демками у нас генерируются карты. И что-то, что генерирует их, научился набирать текст. Все очень сильно запутано. Я бы хотел вкинуть какую-то теорию, но башка у меня в последнее время не варит. Остается ждать 9-го эпизода или другой новой активности. Если же вы хотите присоединиться к расследованию интерлупера, в описании я оставлю официальный дискорд Аноми, там есть русский чат про интерлупера. А если же вы хотите получать свежие новости канала, различные активности в нашем сообществе, в описании будет ссылочка уже на мой дискорд сервер. Не забываем, соответственно, про Бусти и телеграм-канал. Следите за новостями, обстановка накаляется, и все это мы будем обсуждать и разбирать, и обсуждать и разбирать на моих стримах Twitch. Ну и напоследок я процитирую слова Аноми. Теперь, когда вы в курсе дела, что здесь вообще происходит?